молочный йогурт? Да. Отлично. Попробуй. Спасибо большое. Больше. Восхитительно. Ручки. Надо продезинфицироваться. Ручки. Ага. Два. По три. Три. Между собой быстрее. Угу. И с другой стороны. Да, покажу тебе, как это делается. Раз, 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 и с другой стороны. И со всех сторон протек. Вот так. Вирус не пройдет. Браво. Как прошел день нашей семьи до этих аплодисментов в 8 часов вечера, мы и покажем. Ну, заодно расскажем новости. В общем, не теряем надежды и держимся вместе. Хоть и на расстоянии. И все зайцы мили куда-то идут. И можно такими словами еще придавить зайчонка, что время идет. И зайца глаза. Идем там, займа, бегите! Временно закрыто для посещения. Дворик бегинок. Отлуп нам в пасхальные воскресенья. Отлуп, товарищи, вам и с Пасхой. Вот так вот я бы вам сказала. Да? Та-та-ра-та-та-ра. Нет, про зайца. Про зайца. Монастырский дворик Бегинаж знаменит не только строениями XIII века, но и тем, что там прекрасно сосуществуют представители когда-то противоборствовавших конфессий. О, смотри, какой детский отдел. Деков. Вот они, предметы первой необходимости, книги. Магазин открыт. А вот смотри, Аля, я тебе что покажу. Вот это легендарное кафе Хоппа. Закрыто, написано. Оставайтесь здоровыми, мы скучаем, скоро увидимся. Здесь обычно тусуется народ по пятницам, выпивает пиво, когда столы на улице стоят, куча народу выпивает снаружи. Такая традиция чисто амстердамская, кафе легендарное. Очень старое, такое богемное. Хоппе. Значит, книжный открыт, а паб закрыт. Все понятно. Сегодня отметила новость, что возник огромный спрос на домашних животных. То есть люди стали в связи с одиночеством на карантине брать в дом домашних животных. Задается вопрос, а что они будут делать с ними потом, и смогут ли они потом продолжать за ними также ухаживать после карантина. Такая вот новость интересная. Ну что, это тоже знаменитое место. Магазин одной вафельки, как мы его называем. Понятно, что он тоже закрыт, но место действительно уникальное. Как восстановится мир и спокойствие, всем рекомендую. Магазин одного предмета. Ну, явно роскоши. Здесь обычно такая очередь стоит многометровая. И дают не больше, чем 7 штук в одни руки. Вот такой ажиотаж. Были такие ограничения уже. Мы должны были быть готовы к изоляции и ограничениям. Кофешоп, кстати, но о них мы говорили в первой программе. Видишь зайца напротив? На На доме. стенке, на стенке. На стенке не вижу. А давайте покажу. У каждого гида в Амстердаме есть свой любимый, самый узкий дом. Очень интересная история их возникновения, но об этом как-нибудь потом. Это грандиозный дом, потому что в нем есть все элементы типичной амстердамской архитектуры. Он узкий в одно окно, он невысокий, он покривившийся, покосившийся с танцующим фасадом. У него есть балка с крючком для поднятия
грузов и мебели через окно. В нем разделение этажности, как в типичном домике амстердамском. На первом этаже бизнес, верхние этажи жилые. И даже еще, кроме всего прочего, в нем барельеф, изображающий нам зайца. О чем и написано. Заяц написано. А барельеф новый, 1999 года. Не старинный, а новый. Нумерация, кстати, появилась только во времена Наполеона. Любо-дорого смотреть. Номер 1. А раньше цифрок не было, были вот эти барельефы. В данном случае заяц. В гостях у зайца. О, свежайшие, пасхальные кондитерские изделия. Давай посмотреть. Чудо. Чудо, смотри, чудо-безе. Обалденское, да? Лучшая кондитерская города. Здесь рождественские кексы заказывают за 2 месяца. В очередь записываются, не всем хватает. Это безе воздушное, летящее. Такая кондитерская. И чайная, кофейная. И шоколадная. И шоколадная. И пихальная. И пихальная, и пасхальная. Великолепно. Мы гуляем по девяткам. Есть такой у нас район. Ух ты, да. Смотри, вот пришел ты в магазин, да? Захочешь зайти. Смотри, там у тебя перчаточки, братирочки. Максимум 2 человека. У нас тут написка зайцы там продаваются? Нет, там только одежды. Там зайцы продаваются. Рай для шопоголиков. Чего хочешь, покупай. Очередей никаких. Видно все, что есть не только на витрине, но даже внутри магазина. Вот тут зайцы продаются. Зайцы! Привет, зайцы! Вы меня видели? Тут за обезьянка сидит. И зла. И даже лягушка, которая мама боится. Новости грустные. Красные новости. Заяц заболел конфетой. Конфетой заболел. Конфета-вирус. Не коронавирус, а конфета-вирус. Ну, тоже на К. И очень опасно. Корона-то пройдет, а вот конфеты — это дело серьезное. Конфеты, они пройдут тоже. А, я надеюсь. Они скоро пройдут туда и в животе. Ой-ой-ой. Но так как-то все вот начинает потихонечку вот этот маразм входить в норму, вот в чем дело. И уже так как бы в рутину вошло это, везде эти наклейки, там 1,5 метра, не больше 2 человек в магазине. Некоторые магазины, кстати, по 4 себе позволяют. Да даже и полиции особо я не видела. Как бы нет вот того, что было в первом выпуске, ощущение, что город вымер, что все закрылось, что люди по норам, что все какое-то такое холодное, застывшее. Вот ощущение 1 января, когда я тогда сказала. А сейчас, что жизнь продолжается, но она просто в другом формате стала идти. И потихоньку все везде дружелюбие, позитив, спокойствие такое. А мы взаимно. Нет, там она. Ну хорошо, мы теперь. Это школа, будущая школа нашего ребенка. Но вот когда она начнется, непонятно. Очень надеемся, что тогда, когда запланировано, вся школа начинается в сентябре. Единственное отличие от некоторых других стран, да, что она начинается в 4 года, а не в 6, не в 7. Вот, так что вот Монтессори. Привыкаем пока к детской площадке на школьном дворе. Еще новость, банки подогнали. Они будут теперь с 1 апреля
ну, уже началось, собственно говоря, да, они берут теперь отрицательную ренту. То есть, если у тебя есть деньги на счету, причем это почти все банки сделали, то ты теперь платишь 0,5% со своих денег. Не тебе платят проценты на вклад, а ты платишь со своего вклада. Ну, правда, это только у тех, у кого больше, чем 2,5 миллиона евро на счету лежит свободных. Мы будем прямо вам в одном кадре высказывать совершенно противоположные позиции по поводу происходящего. Я считаю, что вообще это все фейк, что нас надули. Ну, это уже старая версия. А я же самый пожилой из этой компании, так что я консерватор. Я бы хотел, чтобы все-таки почистились правительства, ну, если они останутся. А у Голландии даже есть свой опыт. Похоже, 3 или 5 или 6 лет тому назад, уже видите, как время летит, был момент, что после выборов выяснилось, что коалиция и оппозиция неравносильны. В общем, их распустили. Это правительство не присягнуло монарху, а отправилось на предварительные каникулы. А потом, через 3 месяца, вообще планировались отпуска и выходные, поэтому какой смысл проводить выборы еще раз, если вообще выбирать будут всего на 3 месяца? В общем, по итогу мы полгода жили без власти. И должен вам сказать, ничего не изменилось. Это было до коронавируса, поэтому я предлагаю собраться стройными рядами и выкинуть лишнее из нашей жизни. Давайте выкинем, пожалуйста, господа. Давайте сделаем мир вот для этих людей гораздо лучше, вот для этих малышей, которые, по сути дела, да, наше будущее. Нас же так и убеждали все. Какое будущее мы им сейчас предлагаем? Будущее наше заключается в экономике 1,5 метров. Многие кафе, рестораны, они уже заявили, мы готовы к новой экономике 1,5 метров. Будет меньше столов, то какое-то время люди будут соблюдать там, но потом все ближе и ближе и ближе, и это будет только вот эта вот вывеска, да, 1,5 метра, соблюдайте расстояние, и потихонечку все вернется к норме. Удивительное дело, во время карантина гуляешь, начинаешь видеть архитектурные детали, которые раньше не отмечал. О, там на самой вершине дома, на фасаде, вот на этом вот украшении белом, на лепнине, как будто бы скинута тряпка, да? Как будто бы лежит. Это нетипичное украшение. Уже тогда архитектор так немножечко подшутил, позволил себе вольность при строительстве. Вот там очень классный ливанский ресторан. У них такое оформление прекрасное. Свежие продукты, которые они готовят, они их так вот раскладывают. Очень симпатично. Может, кофейку у них купить? Что говоришь? Вот, кстати, плюсы вируса. Если на улице мало людей, то можно встретить случайно друзей. А мы туда идем. Мы идем на вест. Мы идем на запад. Это там. Мы тут всех спрашиваем, как вы думаете, как долго это продлится? Не знаю. Я хочу, чтобы это закончилось 1 июня. У меня день рождения. У тебя корыстный интерес, да? Я хочу, чтобы 1 июня все это закончилось. Но я не знаю, насколько это реально. Ну, как бы, может, здесь закончится, но в других странах не факт. Не знаю. Вообще непонятно. Я думаю, максимум до вот как во Франции, там до 11, еще где-то до 11 мая. Но больше уже народ просто не вытерпит, мне кажется. Ну да, да все уже. Не хватает На расстоянии вытянуты гнать их 1,5-метровой метлой. вокруг. Какой заяц? Это гибрид с мышью. Нет, из зайца мыса будет. Из зайца мышь. Зайцам в зубы не смотрит. Можно из мыши зайца? Да. Слепите из зайца мысу, тогда поглазите с хвостом. Вот кому вольготно против движения. Еще чуть-чуть поболтали с друзьями, поплелись домой. В общем, день прошел не зря. Карантинный, очередной. Голодные до покупок люди ходят,
облизываются на витрины, на новые весенние коллекции. Все такое красивое, яркое, манящее. Так и хочется купить. Веки нового тенденции дизайна. Очень люблю вот этого. О, он даже пи-пи-пи делает. Магазин игр и игрушек зарабатывает. И так в последнее время популярно стало настольные игры, а сейчас и подавно. Магазин делает, наверное, кассу. Магазин настольных игр. Думаю, майки появятся. Я пережил корону. Такие, он там stay strong. А ведь действительно большой пласт алкоголезависимого народонаселения переживает это время с большим трудом. Вот эти люди больше всего страдают, конечно. Бомжи, алкоголики, лишенные теперь скамеечек около заведений, продающих алкогольные напитки. Когда-то это было излюбленное место местных маргиналов. И оригиналов. Таких вот носочков. Все чаще встречаются компашки, которые выпивают прямо на улице, прямо под знаками, которые когда-то запрещали это делать. Но теперь полиция на это смотрит снисходительно. Это называется стрит-футбол в буквальном смысле этого слова. Прямо посередине главной проезжей магистрали города. Вот эту груду коробок, видишь? Это знаешь, что такое? Это шопинг в нынешних условиях жизни. Потому что люди сейчас стали неимоверное количество покупать по интернету с домашней доставкой. И вот это вот все, это люди покупали. И я, кстати говоря, тоже это сделала. Подключилась. Кмек. Пек. Зайчик. Тех. Мек. Пек. Вот так закончилась прогулка в поисках зайца. Мы прогулялись по району, вы увидали Амстердам в карантине. Будем на связи. И настало время финальной песни. Да, кстати, маленькие уточнения, но это уже дома с подоконника. И все зайцы в мире куда-то идут. И можно такими словами еще придавить зайчонка, что в мире идет. Да, ну, в общем, короче, новости неутешительные. До 19 мая, как минимум, кафе и ресторанам повелели продолжать оставаться закрытыми. До 11 мая школы закрыты. Ух ты, ребята пришли искать что-то в канале. Магнит достали, перчаточки. Это ребята кладоискатели. Они надеются в канале что-то найти, пока они только упустили туда пластиковый пакет. Но все, кому не лень, стали вот этим заниматься. Это очень интересно. Я думаю, что это очень амстердамская вещь. Не думаю, что в других городах это есть, потому что там нет такого количества каналов, как в Амстердаме. А я думаю, что это знак того, что пора уже заниматься собирательством.
нету источников дохода, которые бы могли вам стабильно кормить и давать все возможности. Почему именно тут эти ребята решили половить? Ну, просто понятно. Здесь была гостиница, то есть она до сих пор есть, и надеемся, что восстановится ее деятельность. Но, соответственно, пристань, куда садились богатые иностранные гости, скорее всего, кто-нибудь обронил кошелечек, телефончик или денежку. С 11 мая потихонечку будут начинать работать школы, но интересным образом по 50% школьников, и, соответственно, учебное время будет только в половину использоваться, ну как в 2 смены, что ли, вот так можно сказать. Вот. Общественные культурные события, связанные с большим скоплением людей, отложили аж до 1 сентября. То есть на все лето все фестивали музыкальные, театральные, кино, фото, ну, все, что обычно привлекает людей в Амстердам. И зайцев глаза летит по небу, и будут такими, со зайцами летом, и зайцами летом, и типа загай, да заяц веселый, а белый давай, со зайцами мать, такими лай, что зайцы такие.